Приветствую вас, друзья! Мир все чаще становится ареной для катастроф. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. Сегодня вы увидите, как она делает это снова. Ну а мы начинаем. Осень на Камчатке сдает свои позиции зиме. 21 октября в поселке Усть-Камчатск выпал первый снег этого сезона. Снежный циклон начал влиять на погоду Камчатки еще в ночь на 21 октября, когда первые хлопья выпали в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе. К утру фронт дошел до Усть-Камчатска. Аналогичные осадки отметили в соседних Ключах и Козыревске, где снег сменился мокрым снегом с дождем. Ранее 9 октября снег прошел в районе вулкана Горелый, а в начале месяца на севере полуострова. По многолетним наблюдениям синоптиков, устойчивый снежный покров на юге Камчатки обычно формируется к концу первой декады ноября. Синоптики отмечают, что снегопад – часть охотоморского циклона, который продержится до 24 октября. Жителей просят учитывать ухудшение видимости при передвижении. Школы, детские сады и местные предприятия функционируют в стандартном режиме. Сильные и затяжные осадки, обрушившиеся на Саратовскую область в последние дни, привели к локальным подтоплениям в Энгельсе. Вода скапливается на нескольких улицах, создавая неудобства для жителей и транспорта. За последние 3 дня в Энгельсе выпало до 70-80 мм осадков. Это почти половина месячной нормы. Наиболее уязвимыми оказались районы с устаревшей ливневой системой, где вода стоит на уровне 20-50 сантиметров. Администрация Энгельса направила в пострадавшие районы коммунальные службы. Ведутся круглосуточные работы по откачке воды на 5 ключевых улицах. Также ведется мониторинг состояния рек. Синоптики предупреждают, дожди продлятся до конца недели. Это может усугубить ситуацию. На Дунайском нефтеперерабатывающем заводе компании МОЛ в городе Сазы-Халамбата, расположенном к югу от Будапешта, вспыхнул мощный пожар. К счастью, инцидент обошелся без жертв, и возгорание удалось локализовать. Но он вызвал волну беспокойства в Европе, особенно на фоне аналогичного взрыва на румынском НПЗ «Лукойл» за сутки до этого. Премьер-министр Виктор Орбан заверил граждан, что поставки топлива стабильны, а причины трагедии будут расследованы максимально тщательно. Главное управление МЧС России по Сахалинской области сообщило о прогрессе в операции по снятию с мели китайского сухогруза Аньянг-2 в Невельском районе. Завершены ключевые подготовительные этапы, установлены крепежные элементы на корпусе и проведены пусконаладочные работы на специальной морской площадке. На борту остается 14 членов экипажа, состояние балкера устойчивое, угрозы разлива нефтепродуктов нет. Китайский балкер Аньянг-2, принадлежащий компании Янгпу Аньянг Шиппинг, сел на мель 8 февраля 2025 года в устье реки Казачки в 200 метрах от берега и 2 километрах южнее порта Невельск. Буксировка судна ожидается в ближайшее время. Окончательные сроки объявят после финальной проверки. Вечер понедельника в юго-западной части провинции Фрисланд в Нидерландах стал ареной для зрелищного природного спектакля. Над озерным районом пронесся торнадо. Сформировавшись около деревни Спанненбург, вихрь прошел через район Синт-Николасгаа, пересек канал Принцессы Маргрит и устремился к озеру Куэвардань-Мер, поднимая в воздух воду, песок и обломки. По шкале Фудзита это явление классифицировали как EF0 и EF1 с ветрами до 100 км в час. Что особенно необычно для Нидерландов, торнадо длился 5-10 минут. Это втрое дольше, чем обычно в данном регионе. К счастью, жертв и разрушений нет. Стоит отметить, что это уже второй такой случай в Фрисланде за 1,5 месяца. В начале сентября аналогичный вихрь прошел недалеко от Хиндалопана, но он был короче по времени. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного.
В понедельник в районе поселка Мундыбаш на реке Тельбес гидрологи Новокузнецкой гидрометобсерватории стали свидетелями необычного для осени явления ледохода. Вместо ожидаемого ледостава, когда река обычно покрывается сплошным ледовым покровом, на Тельбесе началось движение льдин, шуги и мелких осколков, плывущих по течению. Это редкое событие, вызванное резкими перепадами температур и сильными ветрами, привлекло внимание местных жителей и экспертов, подчеркивая непредсказуемость сибирской осени в эпоху климатических изменений. Китайская компания Direct Drive Tech официально представила D1 – революционный робот, который компания называет первым в мире полностью модульным устройством с воплощенным интеллектом. Эта инновация позволяет нескольким роботам соединяться в единую систему, адаптируясь к сложным задачам на местности, и открывает новую эру в робототехнике. Робот D1 выдерживает нагрузку до 100 килограммов и работает без подзарядки более 5 часов. Воплощенный интеллект интегрирует ИИ для роевой координации. Несколько D1 могут думать коллективно, распределяя задачи. Это решает проблему одиночных роботов. Малые единицы не справляются с тяжелыми грузами, а D1 масштабируется динамически. Для спасательных операций или инспекций трубопроводов роботы могут собираться как трансформер в единую систему. — 20 октября ознаменовалось сейсмическим толчком в Доминиканской республике. Умеренное землетрясение магнитудой 5 произошло в провинции Асуа. Эпицентр располагался в 16-17 километрах к северо-востоку от города Асуа, на глубине всего 10 километров. По сообщениям Геологической службы США и Национального центра сейсмологии, колебания ощущались в столице Санто-Доминго, Сантьяго-де-Лос-Кабальерос и других районах, но обошлось без жертв или серьезных разрушений. Это самый сильный толчок в провинции Асуа за последние 1,5 года. Землетрясение произошло в зоне субдукции, где Карибская плита погружается под североамериканскую, типичным очаги активности для острова Гаити-Доминикана. Осеннее небо в северных широтах превратилось в арену для редкого космического шоу. Комета 2025 А6 Лемон, признанная самой яркой гостьей из глубин Солнечной системы в этом году, сейчас видна миллионам наблюдателей от Калининграда до Владивостока. Обнаруженная в январе в обсерватории Маунт Лемон в Аризоне, комета приблизилась к Земле на минимальное расстояние 21 октября, около 90 миллионов километров, и теперь сияет в созвездии Гончих псов под ручкой ковша Большой Медведицы. Астрологи подчеркивают, что сейчас можно увидеть ледяного странника невооруженным глазом, а идеальным местом станет местность вдали от городской засветки неба, а бинокль или телескоп раскроют хвост кометы во всей красе. С Международной космической станции, парящей на высоте около 400 километров над Землей, открывается уникальный панорамный вид на ночное небо, без атмосферных помех и светового загрязнения. Именно оттуда космонавт Роскосмоса Олег Платонов недавно снял завораживающие видео кометы Лемон, самой яркой гостьей Солнечной системы в этом году. На кадрах ясно виден ее газово-пылевой хвост, тянущийся на миллионы километров. Зрелище, недоступное наземным наблюдателям. В Мексике после продолжительных дождей произошел масштабный разлив нефти. Трагедия началась еще 10-13 октября, когда тропический циклон обрушил на Веракрус до 600 мм осадков. Река Пантекек вышла из берегов, затопив города Алама и Поса-Рико. Именно эти потопы повредили нефтепровод в районе Алама, небольшого города в 50 километрах к югу от Туспана. Утечка была обнаружена только 20 октября вечером, когда местные жители заметили темное густое пятно на реке. По данным государственной нефтяной компании Pemex, повреждение трубопровода привело к утечке нефти на 8 километров по реке. Дальнейшее распространение пятна нефтепродуктов остановлено возведением защитных барьеров. По предварительным оценкам вылилось до 200 баррелей нефти. На данный момент в Туспане и Алама для 10 тысяч домов отключено водоснабжение, также запрещена ловля рыбы.
Китайский сверхскоростной поезд CR-450 достиг рекордной скорости для данного типа транспорта в 453 км в час, а при встрече двух составов их относительная скорость достигла 896 км в час. Это новый мировой рекорд для традиционных рельсовых поездов с колесными парами. Испытания проводились на высокоскоростной линии Шанхай-Чунцин-Чанду протяженностью более 2000 км. Длина носовой части увеличена на 2,5 метра до 15 метров, а высота кузова снижена на 20 сантиметров. Эти изменения уменьшили аэродинамическое сопротивление на 22%, позволив сэкономить энергию и повысить стабильность. Общий вес состава сократился на 50 тонн за счет легких материалов. Ключевой прорыв в динамике. Поезд разгоняется с 0 до 350 км в час всего за 4 минуты 40 секунд, что на 100 секунд быстрее, чем у предшественника CR-400. Это достигается благодаря мощным тяговым двигателям и интеллектуальной системе управления, интегрирующей ИИ для мониторинга безопасности и комфорта пассажиров. При этом энергопотребление на 15% ниже при той же скорости. Коммерческая эксплуатация CR-450 намечена на 2026 год, начиная с линии Пекин-Шанхай. Китайская сеть высокоскоростных дорог уже превышает 46 тысяч километров, охватывая 80% регионов и перевозя 213 миллионов пассажиров в пиковые периоды. Город Санта-Марта в Колумбии превратился в зону бедствия после того, как шторм Мелисса обрушил на него ливни невиданной силы. За 3 часа выпало более 100 миллиметров осадков, это втрое больше суточной нормы для октября. Ветер с порывами до 40 км в час усугубил ситуацию, вызвав обрывы линии электропередачи и повреждение крыш. К вечеру вода поднялась на метр в ключевых районах. Улицы стали непроходимыми, а движение транспорта оказалось полностью парализовано. Всего затоплено более 30 кварталов, в некоторых уровень воды доходит до пояса. Из-за обрыва линии электропередачи тысячи жителей остались без света. Власти объявили чрезвычайную ситуацию, направив на ликвидацию последствий стихии команды спасателей и экстренные службы. Метеорологи предупреждают о продолжении ливней до 24 числа. Метеорный поток Ориониды будет находиться на пиковой интенсивности в хороших условиях для наблюдения еще 2-3 суток, до 23-24 октября. Благоприятным фактором для наблюдения сейчас является новолуние, существенно снижающее фоновую засветку неба, отраженным от Луны солнечным светом. Фактический темп визуального наблюдения падающих звезд в этом году соответствует стандартному и составляет 10-30 метеоров в час. Поток примечателен тем, что представляет собой фрагменты вещества кометы Галлея, рассеянной вдоль орбиты кометы. Интенсивность потока является средней и в несколько раз уступает 3 основным метеорным потокам года – квадрантидам, персеидам и гименидам. Штат Карабоба в Венесуэле превратился в зону бедствия. Сильные дожди, начавшиеся еще в воскресенье и достигшие пика в понедельник, вызвали массовые подтопления в муниципалитетах Валенсия, Нагуанагуа, Сан-Диего и Лос-Гуайос. Хлынувшие с гор потоки воды затопили и разрушили более 200 зданий, повредили магазины и торговые центры. Также в регионе повреждено 50 километров дорог и несколько мостов. Сошедшие в регионе оползни заблокировали дороги и вызвали повреждение линий электропередачи, оставив несколько районов без света. По всей стране от стихии пострадали 10-15 тысяч семей, эвакуировано около 5 тысяч человек, из них 2000 в Карабоба. Национальный институт метеорологии и гидрологии связывает бедствие с усилением тропической активности из-за Ла-Нинья, а местные власти и спасательные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы минимизировать ущерб. Хотя жертв в Карабоба не зафиксировано, а в соседних регионах, таких как Боливар, погибло 12 человек. Национальный институт метеорологии и гидрологии связывает катастрофу с усилением тропической активности.
Московская областная пожарно-спасательная служба сообщила, что 18 октября ее сотрудники прибыли на вызов на один из объектов в Подмосковье, не подозревая, что в одном из задымленных помещений горящего здания находятся птицы. В процессе тушения пожарные обнаружили голубей и немедленно вынесли их на свежий воздух. После этого птицам оказали первую помощь. Чтобы спасти голубей от отравления угарным газом, им предоставили маленькие кислородные маски. Затем пернатые были возвращены спасателями их владельцу. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.